Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, рунами, откуп от дурной судьбы, договор с дьяволом и другие сильнодействующие ритуалы, в том числе боевая магия. Сегодня у меня гадание на неделю по знакам зодиака, астрологические аспекты влияния на каждый знак 18-24 апреля. Мы должны понимать, что мы очень сильно попадаем под влияние внешних сил, Солнца, Луна, планеты. Каждое утро мы просыпаемся, потому что мы подчиняемся ритму Солнца, засыпаем в связи с тем, что Солнце садится за горизонт. Итак, каждое влияние на наши эмоции, внешние события, какие-то любовные. Первая половина знаков зодиака на этой неделе, в апреле, как оно влияет. Напоминаю, что существует еще воля человека, его цели и магия, которая меняет направление или усиливает позитивные влияния и минимизирует негативные влияния высших сил. Итак, начинается это рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Начинаем с рыб. Несут высшие силы. Что они несут? По король жезлов. Какое-то яркое интересующее вас событие. Возможно, мужчина интересный, который блистает талантами, тянет внимание на себя. Также просто некое событие, которое вас очень сильно захватит. Также это может быть какой-то прилив творческой энергии ваш. По работе, по вашим делам, по зарабатыванию денег, пятерка жезлов, хлопоты, где вы будете отстаивать свое мнение, свою позицию в клиентском бизнесе, там, где вы работаете с людьми, это вам придется занять достаточно жесткую позицию относительно вашей работы. Также это какое-то жесткое, сложное собеседование. Но вы выстоите, вы разносторонние, с разных сторон будет атака, с разных сторон вам придется доказывать, что вы лучший, прекрасный, и у вас это получится. Туз Пентаклей, очень хорошая карта, получение некого результата, наследства. Причем, скорее всего, что-то очень материальное, земля, выгода, получение документов на имущество, очень похоже на наследство. Также какое-то признание среди социума. Причем такое долго, то, к чему вы долго шли. Удачное вложение. Туз Пентаклей даже в перевернутом виде. Это отличная карта для материального благополучия. Пусть немножко такого, скажем, затянутого и запоздало. По состоянию здоровья карта говорит о том, что может какой-то нарушен будет ваш ритм жизни, образ жизни, ваш распорядок дня. В целом не означает какого-то серьезного ухудшения здоровья. Просто следите за вашим распорядком. Где-то не доспала, где-то не доела, где-то сбилась. Также, если вы перед этим перенесли тяжелую операцию или сложное какое-то у вас заболевание, возможно, что перебой с какими-то лекарствами, или вы что-то забыли что-то вложить опять. То есть вам надо постоянно поддерживать какие-то правила относительно вашего выздоровления. Не забывайте, не сбивайтесь. Так, по личной жизни, возвращение из прошлого. Ну, может начать звонить бывшие, причем карта, видите, немножко такая мрачноватая. То есть они без иллюзий к ним отнеситесь, потому что они по-прежнему остались прежними, ничего нового вам не расскажут. Карта возврата. Те же самые разговоры, те же самые разборки, все по-старому. Также это если у вас какие-то отношения, семья, то есть все по-старому, все так же возникнут какие-то, опять же, может быть, старые темы для обсуждения, вот немножко такие грустные. Если у вас в отношениях, вообще-то возвращение бывших. Шестерка мечей, интересная карта.
карта и планирование путешествия. Возможно, что у вас это состоится путешествие скорее к морю, в южные страны, либо к берегу моря. Также это, если вы не планируете таких длительных, большого путешествия, это может быть у вас какие-то планы, вы строите себе, да, какие-то, уже планируете себе каким-то новым берегам вашей жизни плыть, то есть в движении, в разведке, можно сказать, вы куда-то плывете прямо. У рыб такая очень деловая, я бы сказала, неделя. Больше такая деловая. По овнам. Овнам светит солнце. Ну, до сих пор еще идут, получается, дни рождения овнов. Солнце, счастье. Счастье светит, просвещение, наслаждение жизнью, удача, семейная какая-то вот карта, выздоровление. Под этой картой, эта карта одна из самых лучших, и уже дальше, так сказать, она только усиливает позитив, мир, распространение вашего влияния, международное какое-то распространение, поездка, много направлений, много идей для творческих людей, предложение, скажем так, международного сотрудничества, картах прекрасного собеседования, перспективы международного сотрудничества. По социуму. Общение с людьми из далекого прошлого, могут быть люди, которыми давно не виделись, давно не знали, либо возникнет ситуация, в которой вам придется посетить какого-то человека. Может, вы давно посещали зубного врача какого-нибудь, или вам давно надо получить какую-то бумагу, или вы давно забросили какое-то дело там судебное. Вот вам придется это все всплывет, и из далекого прошлого придется встречаться. Это либо человек там. О, тройка кубков. Слушайте, овнов просто шикарная карта. Тройка кубков, выздоровление, улучшение здоровья. Для кого-то это беременность или счастливое разрешение роды, появление третьего в семье. Причем наступает улучшение даже в самых тяжелых, запущенных и опасных процессах. Улучшение, связанное с лечением, вмешательство под новая какая-то находка в лечении. Отличная, шикарная карта. Так, в личной жизни вестник Пентаклей. Это и знакомство с каким-то вестником Пентаклей для одиноких. Это и какие-то, может быть, планы. Немножко планы эти тормозят. Может быть, вы собирались что-то покупать, съездить, планировали какие-то билеты. Но, тем не менее, все равно этот всадник перевернут, он хоть он все-таки земной человек, есть пока на этой неделе эти планы, ну, скажем, неопределенные, потому что вот земли под ними нет. Ну, планы будете, знакомство с таким человеком, может, он немножко такой, знаете, хотел бы планировать, но не может. И под конец какой-то все-таки диссонанс, двойка мечей, возможен конфликт. Я, по сути, тут не вижу такого вот сложного. По сути, может быть, вот единственная карта, что вы бы хотели что-то запланировать с этим человеком, или он хотел бы запланировать, но не получается просто это как-то соотнести с возможностями. Вот, возможно, вот этот вот такое вот небольшое расстройство из-за этого. Потому что эти планы пока не имеют под собой земли. Ну, я имею в виду практические в личном. Либо разногласия по этому поводу. Наши тельцы. Так, тельцы. Шаг вперед, шаг назад. Нерешительность. Задержка в некой поездке. Откладывание поездки. По работе вестник кубка, много общения, много интересных людей, творческие порывы. Пока трудно сказать, что из этого материально. Но идет такое вот вдохновение, можно сказать. Легкость бытия.
хлопоты, хлопоты с родственником. По сути, карта такая, знаете, немножко отвлекающая, что вам придется носиться с какими-то, может быть, более слабыми людьми, там, это может быть дети, это может быть какие-то родственники, знакомые, которые требуют некой помощи. В общем, вас будут отвлекать, вам много придется мотаться по этому вопросу, заниматься этим, хлопотать. Состояние здоровья, королева жезлов. Хорошая, активная. Также, возможно, влияние некой королевы. То есть, скорее, это немножко вы можете переоценить в этот период свое состояние здоровья. Если вам кажется, что вы более активны, более подвержены, подвергаете себя каким-то крайностям. То есть как королева жезлов, она переоценивает себя немножко, температуры, какая-то, может быть, слишком большая горячность, попытки там похудеть, сесть на диету, как-то активно вмешаться в свое здоровье, что-то с собой сделать. Ну, по сути, карта активности. Хороша для тех, кто изначально обладает там хорошим здоровьем, для соревнований, спорт, какие-то марш-броски. Вот вы в идеальной форме, но для остальных карта говорит, что следите за перегрузками все-таки. Это любовники, шикарная карта в личном. У вас прекрасное любовное отношение, если у вас брак, отношения. Вы понимаете, что вы для друг друга самые лучшие, у вас гармония, вы друг друга прям идеализируете, обожаете. Также, возможно, для одиноких это выбор, что у вас есть и такая, и сякая, и такой вариант, и новые знакомства, если вы одинокий телец, неважно, мужчина, женщина. Победа в любовном треугольнике. Вау, дьявол, ух ты, интересно. Конец недели у тельцов пройдет под картой соблазна. Какие-то тайные страсти, что-то у тельцов прям так разгорается внутри. Ну, может быть, это как бы, да, и соблазн. Все-таки тут есть карта второго в личной жизни или двух вариантов, какие-то тайные связи. Ну, и также эта карта придастся какому-нибудь греху, например, магии. Ну, кому как. Для тех, кто занимается магией, эзотерикой, дьявол самое то. Для остальных это тяга налево. Тяга сыграть в какую-то темную игру в личном скорее. Потому что два направления прям сразу. Близнецы. Король. Рыцарь кубков. Близнецы на своем коньке. Поговорить, пообщаться, вокруг вас общество, люди с общими интересами, зацепиться языками, поддержка родственников, много общения, наслаждайтесь прям этим всем, информацией, болтовней. По работе. Очень хорошая карта. Карта говорит оплаченный труд, заключение контрактов. Кто-то найдет работу, кто-то получит денежку, кто-то заключит выгодную сделку, контракт и так далее. Идеальная карта для работы. Надежная. По социуму шестерка пентаклей, мелкие траты, расходы, придется потратить денежку. Связано это с вашими, получение какого-то известия, оплатить придется, какую-то бумажку, какой-то налог, может быть, помочь ближнему, что-то купить, небольшие расходы. Так, по состоянию здоровья, четверка мечей. Карта говорит двояко, если у вас нет тяжелого заболевания или какой-то тяжелой операции, карта говорит, что состояние здоровья прежнее, обычное, но если у вас какие-то есть заболевания опорно-двигательного аппарата, то есть карта говорит о том, что вы можете, ну, скажем так, особенно ноги, оказаться в ситуациях, где вам будет трудно передвигаться. То, что карта говорит о том, что не сдвигается с места некое лечение, если вы
ожидаете эффекта, да, вот что-то стоит на месте, вы ждете, когда оно произойдет. Для больных карта не очень хорошая, процесс лечения тормозит, для остальных карта, ну, такая, как и прежде. И карта говорит, что не предавайтесь особенной активности, потому что четверка мечей — это карта такой, вот, знаете, вялости, карта, где все-таки человек больше склонен лежать, пребывать в неподвижности, в ожидании, вот так. Так, личная жизнь, двойка пентаклей. Тут, кстати, очень много, может быть, переписок, каких-то перезваниваний, все прочее такое очень активное. Особенно для одиноких это может быть интернет, всякие знакомства, смс-ки, бурное такое вот общение, очень свойственно близнецам. Если у вас есть личное отношение, это может быть и встреча по звонку какая-то неожиданная, это может быть и покупки в дом какие-то будете решать, откладывать, снова решать. И конец недели, повешенный, перевернутый. О, кого как. Все так было тихо, спокойно. Ну что, повешенный, перевернутый. Это скорее при наличии. Вы пытаетесь из какой-то запутанной ситуации, причем неожиданно так, вот прям все как сорвется. Сорвется, что-то где-то вы крутились, вертелись, и это все вас обременяло. Одним словом, вы, скорее всего, что это ваше будет решение оборвать это все. Неприятные обязанности какие-то, слинять от этого дела. Близнецам, кстати, свойственна хитрость в некоторых делах таких, избежать каких-то обязательств чрезмерных. Вот такая вот карта. Наши раки. А вот женщина рак, королева кубков. У всех очень болтливое такое состояние, активность социальная, встречи с родственником, много общения, разговоров, нерабочее, скажем так, состояние, где вам хочется общаться, где вам хочется встретиться с какими-то близкими людьми, получить от них какую-то информацию, поддержку по работе. Планы стройте, пока это планы, немножко вы витаете в облаках, но это также нужно подняться над обыденностью, что-то планировать, о чем-то устремляться в далекое будущее, вот так вот. Также эта карта хороша для того, чтобы презентацию себе устроить, так показать себя в лучшем свете, для собеседований. Карта максимально подайте себя в лучшем свете, хотя карта говорит, что также могут быть какие-то подводные камни, которых вы не заметили, не увидели. Это в любом случае, да, если у вас там по работе, немножко приспуститесь на землю, посчитайте, так ли это все красиво, как вам показывают. Вестник кубков. Много общения, опять же. У раков близкие, родственники, друзья пишут, встречи, что-то, хлопоты какие-то. Все это достаточно такое приятное, скорее развлечение, встречи. Пока каких-то серьезных дел, вот на серьезные дела не указывает, скорее это вот на уровне общения, на уровне какой-то эмоционального контакта, помощи, каких-то новых идей. Кубки, все такое вот на общение, на общение с близкими родственниками. По вашему здоровью девятка кубков. Есть некая карта такая. Снижение давления, проблемы с какие-то на фоне повышенной эмоциональности. Вот. Как кто-то склонен к понижению давления, у кого-то какие-то, может быть, кровотечения по жизни. Смотрите, карта такого вот сердечно-сосудистого, легкого такого недомогания все-таки выпадает. Из-за переживаний, скорее на нервной почве, на почве вот этих эмоционального, вот такого прям на все стороны у нас рак, за все переживает, со всеми разговаривает. И вот такой вот перепад давления может быть. Так, в личном рак расстроен. Чем
вопросы материального плана, вопросы поддержки. Рак достаточно обидчивый. Он хотел бы получить больше гарантий каких-то, что ли, больше надежной поддержки. Вот это вот все это как-то рак предается своим обычным, все-таки обычной грусти, немножко ушел в себя, не решается как вопрос поддержки. Вот загрустил такой вот. Хотел бы, чтобы было больше внимания, больше поддержки. Император перевернутый. Ну что, влияние какого-то императора, жесткой власти над вами, все-таки попытка как-то вмешаться в вашу жизнь со стороны. Это может быть и пожилой родственник, и мужчина вот такой вот деспотичный. Вот он замаячил на горизонте, да, вместо того, чтобы вам помогать, он что-то делает, указывает, как вам жить. Это может быть и такой вот поклонник для женщин раков, мужчина, который вот он жестко так вас прессует, преследует, может быть, влияет на вашу личную жизнь. Вот он рассказывает, как вам жить и работать хорошо. Лев, львицы, шут. Необычная карта, которая говорит о том, что вокруг вас происходит некие странные события, вы как бы ходите по краю, но пока вам везет, пока вы легкость какую-то вот вошли в поток непознаваемого, что ли, вот. Многое поражает ваше воображение. Это может быть и знакомство с какими-то необычными людьми, необычными обстоятельствами. Ну, что чем поддержана карта? По работе. Очень хорошая карта решения ваших вопросов материальных, связанных с вашей высокой квалификацией. Высокая оценка со стороны верховных жрецов. То есть это повышение заработков, связанных с вашим статусом, с влиянием верховных жрецов на вас взглядом таким материальным, а также прием на работу. То есть все материальные выгоды от вашего высокого знания или оценка со стороны верховных жрецов, то есть людей, которые вас оценивают. Отлично. Слушайте, старшие арканы сплошные льву, очень интересно. Социальные связи, окружение, то есть идет колесница, быстрое движение. Прям, это можно сказать, что это какая-то прям социальная лестница. Вкупе с остальными картами говорит о том, что вы проходите через какой-то прям портал, где у вас возможность обзавестись новыми связями, новыми знакомствами, которые в том числе могут повлиять на ваш социальный статус, на ваше продвижение какое-то по работе. Это очень быстро, все прям неделя это несется. Состояние здоровья хорошее, но гиперэмоциональное. Также возможно что-то перепить, переесть излишнее, ненужное, в том числе и лекарства. Но в целом состояние хорошее по вашему личной жизни. Слушайте, очень интересная карта у льва. 4 старших аркана, звезды. А у вас планы большие, возникают какие-то прямо, причем имеющие основания о каком-то интересном, особенно одиноким львам, львицам, о новой какой-то связи, о новых перспективах в личной жизни. Причем таких очень интересных. О, любовники, слушайте, тут прям у львов весь старший, все старшие арканы. Любовники. Чрезвычайно удачная неделя для львов. В любовном плане, в плане победы какими-то конкурентами, соперничество, правильный выбор дороги. То есть лев взмывает, как ракета куда-то, летит в какой-то космос прямо. Настолько удачливо. Используйте эту неделю для развития влияния, для связи, для любовных каких-то дел. Что вам чрезвычайно везет. А с вами была ведьма Графина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.